Да, я не могу брать, у меня ровно рукавчики. Почему всегда так сложно начать? Я не придумала название канала, я не МС Алис. Всем привет! В этом видео мы будем с вами решать задачу детекции оружия на видео с камеры наружного наблюдения. Мы соберем свой датасет для решения этой задачи, обучим на этом датасете 4-ю Йолу, делаем предсказания на реальном видео, Кевин, уйди, и потом в бонусной части попробуем запустить нашу модель в реальном времени на веб-камере. Нет, веб-кам не значит, что я буду раздеваться. Всю работу мы будем делать без суперкомпа и без фото Tesla GPU-шки, только из подручных средств. Google диска, Google Colab и RoboFlow. При этом обучаться она будет относительно недолго. Примерно как то самое нудное свидание с чуваком из Тиндера, только в данном случае можно в любой момент остановиться, и тебе не будет за это стыдно. В этом видео я не буду рассказывать, что такое задача детекции объектов, как работает Йола, куда ушел твой отец, а также чем отличается 4-я Йола от 5-й. Хотя про последнее предлагаю немножко посплетничать. Касательно Йол есть драматичная история, насколько вообще нейросетки могут в драму. Поскольку есть Йола 3, 4 и 5, предположительно еще где-то есть Йола 1 и 2. Вот 1, 2 и 3 Йолу делал один и тот же человек, Джозеф Редмонд, и работу над Йолами он завершил очень драматичным твитом. А суть перевода такова, что чувак больше не хочет работать над компьютерным зрением, поскольку его применяют в неэтичных целях. Разумеется, социальная ответственность одного человека не остановит других... Разумеется, социальная ответственность одного человека не остановит других от желания денежек и славы. Нет, познавания мира. Поэтому традицию выпуска Йол подхватил следующий автор, Алексей Бочковский, и при помощи форка репозитория он выпустил Йолу 4, которая по нумерации и форку стала наследницей 3-й Йолы. Она вышла официально. Вышла статья, были ревьюеры, и она показала себя лучше, чем предыдущие версии. Но спустя пару месяцев от неизвестного репозитория вышла новая версия Йолы, Йола 5. А в каком-то посте в источнике они написали, что по некоторым бенчмаркам, при некоторых условиях, эта Йола превосходит и по скорости, и по качеству Йолу номер 4. Учитывая, что нумерация Йол обычно предполагает улучшаемость, тут это был прям акт доминирования Йолы 5 над Йолой 4. Мы такое не одобряем. 5-я Йола вышла без доказательной базы, без статей и без ревьюеров. Поэтому насколько оценивать разницу между 4-й Йолой и 5-й как нумерацию айфонов или как нумерацию зонов Ведьмака, решайте сами. В этом видео я не буду сравнивать эти две модели. Я выбрала для себя 4-ю версию. В принципе, you are welcome. Можете натренировать 5-ю на этом же датасете и сравнить. Done. Теперь практика. Мне просто кажется, что если я буду сидеть за компом, я буду выглядеть как более умная. Начнем решение задачи с подборки данных. Я выбрала 3 источника. You are welcome to use больше источников, если вы хотите. Значит, первый источник данных — это из свалки OpenImages. Мы пойдем побираться и вытаскивать нужные нам теги, объекты, размеченные как пистолетики. Второй источник данных — это кем-то уже заботливо собранные по помойкам 3000 картинки пистолетиков. Мы сейчас их посмотрим, это реально помойка. И третье, наконец, поскольку мы предполагаем, что хотим решать задачу на реальных данных, то я нашла датасет, который содержит инсценировку, словно съемки некоторого теракта или нападения ребятам из университетов. Вот так развлекаются сейчас в университете люди. Они сняли камеры наружного наблюдения себя с пистолетиками, бегающими по коридорам, там, классам, кабинетам и так далее. В общем, мы будем использовать эти данные тоже для обучения нашей модели. Всего у нас получилось порядка 9000 картинок. Этого ничтожно мало, поэтому мы их тщательно аугментируем, и как мы это сделаем, сейчас посмотрим. Начнем с источника OpenImages. Я воспользуюсь вот этим репозиторием, PyTorch SSD. Для начала, чтобы воспользоваться кодом, который будет загружать картинки из этого репозитория, создадим Conda Environment с 9 питоном. Установим его и активируем нашу переменную. Для того, чтобы вытащить картинки из свалки OpenImages, мы воспользуемся скриптом из вот этого репозитория. И склонируем репозиторий. И перейдем в папочку с этим репозиторием. При помощи pip мы устанавливаем нужно установить дополнительные библиотеки. Это Boto 3. Через pip устанавливаем.
И это Pandas. Внутри этого репозитория microSSD модель была обучена как раз на датасете, собранном из OpenImages. Вот здесь пример картинки. И здесь же команда для того, чтобы запустить этот скрипт. Не забудьте поправить путь, куда будут скачиваться ваши файлики, на тот, который вам удобен. Да, вы прекрасно, загрузка пошла. Просто что-то маус на библиотеку. Маус, ну сейчас. Ну все, скриптик прогнался, файлики скачались. Чтобы это проверить, перейдем в папочку и посмотрим, что мы нагрузили. Здесь файлики с аннотациями, где, собственно, разметка происходит. В остальных подпапках лежат картинки. Вот, посмотрим. Здравствуй, Гарольд. Как мы видим, это не похоже на данные с скрытых камер. Все с очень странными разными ракурсами. Что самое главное, очень много крупных объектов, пистолетов. Это полезно для обучения, вот, но, тем не менее, хотелось бы более разнообразные данные иметь. Теперь посмотрим на то, как кто-то вместо нас пошарился по помойкам и собрал 3000 картинок. Причем такое ощущение, что они были собраны со стоков. Сток — это еще хуже, чем помойка. Перейдем к Access Dataset. И, в принципе, нажав на слово Here, можно скачать наши данные. Открываем архив. Теперь совершенно другой формат хранения данных. Папка с картинками, папка с лейблами. Посмотрим, что за ужас лежит тут. Ну, в общем, это выглядит как фотографии твоей одноклассницы со свадьбы. Очевидно, что это совсем не похоже на съемку со скрытой камеры. Наконец-то перейдем к датасету с реальными данными. С настоящими сумасшедшими учеными, которые сняли со скрытой камеры свое вторжение с пластиковыми пистолетиками в свой университет. Кто не хотел так сделать свою сессию. Скачиваем датасет, он лежит на Google диске. Это просто архив. Скачиваем и распаковываем его. И посмотрим, как выглядит то, что мы скачали. Теперь это третий формат данных. XML-файлы с разметкой и, собственно, картинки. Во-первых, есть картинки, где вообще нет никакой разметки, где нету оружия. Но здесь видно пистолетики. Просто сравните эти огромные пистолетища, которые смотрели прямо вам в лицо в предыдущих двух датасетах, и вот эту маленькую птичечку на реальных данных. Поэтому будем их использовать. Теперь переходим к препроцессингу данных. Работать с нашими картинками мы будем в RoboFlow. Это веб-сервис, который позволяет делать препроцессинг, аугментацию и приведение к одному формату различных данных для разных задач компьютерного зрения. Логинимся. Я выбрала план Public, потому что, я так понимаю, он дает больше возможностей к тому, чтобы делать датасеты, но при этом все они будут доступны. Но мы используем открытые данные, поэтому нам это не помеха. Создаем новый проект. Придумываем ему название. У нас это будет Gun Detection. Annotation Group — это класс, который мы будем размечать. Назовем его Gun. Ну и задача Object Detection, потому что мы ею и занимаемся. Значит так, сначала сюда мы должны загрузить наши картинки. При этом мы можем просто папочками их туда добавлять. Еще раз посмотрим на наши данные и ужаснемся, как ужасно нам было бы руками приводить все к одному формату. Мы от этой боли будем избавлены. Что, безусловно, приятно. И начинаем прям пачками их закидывать в RoboFlow. После того, как мы добавили все картинки, которые хотим использовать в нашем датасете, нажимаем Finish Uploading. Здесь мы можем выбрать, как разделить наши данные на Train, Test и Validate. Нажимаем Продолжить. И можно за это время, пока они загружаются, пойти попить чаю, получить высшее образование, новую работу, выйти замуж, ехать в другую страну. И потом картинки скачаются. После того, как картинки загрузились, переходим слева к версиям. И, наконец, мы можем делать препроцессинг и аугментацию данных. Что у нас есть в препроцессинге?
Автоориент переворачивает картинки, если они в какой-то момент запутались в том, кто они. Нам это не нужно, оно автоматически добавляется, оставляем. Производим ресайз. Мы делаем размер стандартный для YOL. Единственное, что мы выбираем тактику Fit Within. Мы не растягиваем аспект ratio в наших картинках, потому что в GitHub YOLO 4 пишут, что они тоже внутри YOLO не делают растягивание картинок, а добивают ее черными пикселями. Поэтому мы тоже сохраняем аспект ratio. И, наконец, суперфункция. Мы можем все классы, вот этот мусор из 8 слов, привести к одному классу Gun. Удаляем класс Knife, потому что, очевидно, ножи и пистолеты, они... Любовь, Зари. Да. Нет, они не похожи. Теперь переходим к аугментации. Я взяла аугментацию из вот этой статьи. Первая аугментация — это отражение по горизонтали. Здесь все понятно. Следующая аугментация — это скалирование. Ближе дальше, я думаю, что это не очень полезно для вот таких картинок, но для реальных данных, где маленькие пистолетики на картинке, это будет полезная трансформация. Мы делаем небольшие повороты на 7 градусов туда-сюда и меняем яркость. На камерах наружного наблюдения яркость, очевидно, хуже, чем на вот этих вот картинках, которые как будто профессиональный фотограф снимал с выстроенным светом круче, чем это сделали мы. И, наконец, генерируем картинки. Наш план позволяет генерировать всего датасет в 3 раза больше, чем изначальный. Ну, остановимся на этом, это лучше, чем всего 9000 картинок. Все, генерация пошла. После того, как генерация завершилась, мы можем экспортировать картинки. Нажимаем на кнопочку «Экспорт». Выбираем формат YOLO Darknet. Скачиваем файлик себе на компьютер, а затем кладем на Google Диск, папку, которую мы будем использовать для нашего проекта. Теперь done, вы прекрасно, у нас есть датасет. Переходим к обучению YOLO. Первым делом проверяем, что мы подключились к GPU. Заходим в меню Runtime. Выбираем Change Runtime Type. И здесь выбираем GPU-карту. Сохраняемся. И подключаемся справа сверху. Значит, мы первым делом маунтим наш диск для того, чтобы можно было использовать файлы с Google диска, например, датасет, который мы туда загрузили, в нашей работе. Заменим длинный путь к содержимому Google диска, как длина моих страданий в этой жизни, на мягкую ссылку MyDrive. Теперь установим Darknet, скопируем репозиторий, а внутри Make-файла изменим пару настроек, чтобы можно было использовать GPU при нашем обучении. И, наконец, запускаем сборку команды Make. Удивительно, как много варнингов может возникнуть при установке и как при этом хорошо работает модель. Наконец, этот кошмар прекратился. Мы переходим к загрузке весов. В принципе, в официальном репозитории и в целом в официальном интернете можно найти кучу разных предобученных весов YOLO. Если в датасете присутствуют объекты и большого, и маленького, мы сейчас все еще про пистолеты размера, то рекомендуется использовать вот эти веса. Теперь загружаем датасет, который мы получили на предыдущем шаге из RoboFlow. Не забудьте здесь прописать свой путь к датасету. Распаковываем наши файлики с данными. Помимо этих файликов, нам еще нужны текстовые файлы, в которых будут написаны пути ко всем картинкам из тренировочного и валидационного датасета. Мы это сделаем при помощи небольшого скрипта и посмотрим, что файлы действительно создались. Все хорошо. Обязательно сделайте директорию для бэкапа на своем Google диске. Туда будут сохраняться веса модели, которые производятся во время обучения. И финальная модель, финальные веса будут там же. От самого сложного шага по созданию бэкап-папки перейдем к самому простому – настройке конфигов. Для начала скачаем конфиг из папки Darknet для нашей модели, для тех весов, которые мы скачали выше, на Google диск. Я закомментила эту строчку, потому что если вы уже второй раз запускаете код и ваш конфиг там лежит отредактированный, вы его перезапишете. Если вы запускаете код первый раз, и у вас еще нет такого файла, то раскомментите эту строчку. И не забудьте прописать свой путь, куда вы хотите сохранить этот файлик. Назовем его YOLO V4 Option. Теперь нам нужно изменить конфигурацию файла.
Во-первых, проверяем, что на Google диске он появился. Вот он здесь. Откроем его при помощи приложения Text Editor. И посмотрим на инструкцию, что нам нужно заменить. Значит, во-первых, мы хотим поменять высоту и ширину картинки, потому что, когда мы делали препроцессинг нашего тренировочного датасета, мы установили там такой же размер. Потом в тесте можно будет увеличить этот размер, чтобы увеличить точность модели. Зато при тренинге будет меньше шансов, что мы забьем всю память ГПУ и нам ее не хватит. Вот, поэтому мы изменим высоту и ширину на размер поменьше. Лишнюю строчку удалим. Дальше максимальное число батчей. Значит, есть инструкция, что это число равно количеству классов умножить на 2000, но не меньше, чем 6000 итераций. У нас количество классов это 1 пистолет, поэтому выбираем 6000. Тоже копируем. Ищем max batches на 20 строчке. И изменяем. Дальше steps. Это 80% от максимального количества батчей и 90%. Максимальное количество батчей это то, сколько будет длиться ваше обучение. 6000 итераций, и оно закончится. Все закончится, не переживай. Копируем, вставляем. Дальше нужно поменять количество фильтров. Это размер свертки перед каждым YOLO-слоем. В нашей архитектуре 3 YOLO-слоя. Число фильтров считается как количество классов плюс 5 умножить на 3. Снова класс у нас 1, умножаем на 5, прибавляем 5, умножаем на 3, получаем 18. Нам нужно найти 3 YOLO-слоя и поменять. Ctrl-F. Пишем YOLO. Мы видим, что нашли их 3 штуки. Также мы можем сразу количество классов внутри описания YOLO поменять на единичку, потому что там стоит сейчас от ко датасета 80 классов. Ставим здесь вместо 255 18, количество классов 1. Первый раз. Второй раз. Количество фильтров 18, классов 1. Там третий раз финальный. Количество фильтров 18, классов 1. Сохраняем на диск, обязательно справа сверху. Теперь нам нужно сделать еще 2 конфигурационных файла: objdata и objnames. Создадим файл при помощи текст-эдитора. Первым делом создадим файл objnames. В этом файле содержится название классов, которые мы предсказываем. В нашем случае мы предсказываем один класс. Это класс Gun. Копируем. Вставляем, сохраняем. Создаем дальше файл objdata, тоже при помощи текст-эдитора. Переименуем. И дальше копируем вот эту информацию. Значит, что здесь написано? Количество классов равно 1. Дальше пути к вот этим файлам, которые мы сделали с перечислением картинок из трейна и валидации. Путь к файлу до obj.names. Мы его скопируем по этому пути. Дальше. Путь к вашей папке с бэкапом, куда будут сохраняться веса. Здесь обязательно нужно заменить папку на путь до вашего Google диска. В моем случае это опять YOLO V4 Files. Сохраняем на Google диске. Сохранилось. Проверяем, файлы появились. Теперь из Google диска нужно сохранить их в Colab. Здесь нужно прописать свои пути до этих файлов опять. Я уже запомнил наизусть. YOLO V4 Files. Ай-яй. Копируем, вставляем. И запускаем. Ура, ничего не ругается, значит, все скопировалось и создалось. Наконец, переходим к обучению. Запускаем командой darknet. Выбираем детектор, train.
Добавляем туда путь до общдата, добавляем путь до конфига, путь до весов, претренированных, с которых мы начинаем обучение. Говорим показывать метрику map и don't show, потому что мы не хотим показывать картинки во время обучения, это иначе сильно удлинит время обучения. Это конфиги запуска модели. И если после запуска вы дошли до вот такого принта, значит все, модель обучается, все в порядке. Можно пойти поспать. В процессе обучения вашей модели слева в файликах у вас появятся файлики chart.png и chart YOLO-V4 obj.png. Они одинаковые. Можно на них 2 раза щелкнуть, справа тогда они откроются. Здесь рисуется кривая ошибки. И также после какой-то итерации начинают отрисовываться мапы на валидационной выборке. Значит, может такое случиться, что вы случайно умерли. Тогда ставьте в завещании надпись, чтобы они перезапустили ваш коллаб и перешли вот в эту клеточку. Здесь мы перезапускаем с весами, которые сохранены в папке Backup, Option Last Weights, нашу тренировку. Здесь все то же самое, как в предыдущем пункте, но теперь мы заменили веса, с которых начнем обучение. Обязательно перепишите путь правильный к этим весам, поскольку они лежат на диске. Опять у нас это YOLO-V4 файл. Все веса работают, ура! После того, как обучение закончится, вы получите такой набор файлов. Object Final, Object Best Weights – это веса, которые мы можем использовать в нашей маленькой продуктовой задачке. Запускаем с нашими финальными весами проверку метрики нашей модели. Не забудьте поправить путь на ваш путь до этих весов в Google Drive. Запускаем. И на валидационной выборке посчитается map. Посчитался. Вот она метрика. 75,8%. Она, в принципе, не очень высокая. В туториалах вы увидите порядка 90 метрику. Но за счет того, что у нас очень разного размера объекты, где-то это пистолет, который прямо в рожу вам суют, а на реальных видео это маленькая галочка. Так что можно сказать, что из-за этого наша метрика слегка просела. Посмотрим на то, как она работает. Значит, для того, чтобы запустить предсказание на тестовом видео, нам нужно немножко изменить конфиги. Нужно перейти в нашем файле конфигурации от режима обучения к режиму предсказаний. Для этого нужно поменять размер батча на единичку, размер subdivisions тоже на единичку. И, как я уже говорила, при тесте мы можем поменять высоту и ширину принимаемой картинки чуть побольше, тогда предсказания будут точнее. Здесь не забудьте вставить ваши значения батча, subdivision, ну и высоты и ширины, если вы их меняли в конфигурации, в качестве изначальных значений, чтобы они заменились правильно. Наконец, видео. Мы запускаем в режиме демо Darknet. Нужно прописать свои веса, свои пути. Значит, свои пути мы прописываем для лучших весов. Для тестового видео. И, наконец, для видео с коробочками. Запускаемся и ждем. После того, как предсказание закончилось, заходим в Google Диск. Пару раз обновляем. Там не сразу может загрузиться видео. Вот, ура, оно появилось. Открываем. Скачиваем. Смотрим. Теперь маленький бонус.
Мы попробуем применить нашу модель в режиме реального времени на данных с веб-камеры. Во-первых, проверяем, что у нас подключено ГПУ. Оно не подключено. И справа подсоединяемся. Первым делом снова подключим Google Диск. Алло. И сделаем мягкую ссылку для замены страшного длинного пути. Первые 4 шага такие же, как в предыдущем туториале, поэтому мы их пропустим. Обращаю внимание, что здесь немножко больше опций для редактирования make-файла. Добавилась еще одна строчка. Иначе мы не сможем запустить Darknet как питоновский пакет, а не как набор сишных программ. Собираем make, все как в прошлый раз. Теперь начинаются новые вещи. Импортируем всякие библиотеки. Как я уже сказала, тут мы будем использовать питоновский пакет Darknet для предсказаний. Дальше мы хотим загрузить конфиги, которые сделали в прошлый раз. Не забудем прописать наш путь до Google диска. Соло. P4. Files. Переходим в конфигах из тренировочного режима в тестовый. Меняем размер батча и Subdivisions. Я здесь не меняла высоту и ширину, потому что наша моделька и так тяжелая. Возможно, с маленьким размером картинки оно хотя бы будет более-менее реал-тайм работать, как мы хотим. Запускаем. И копируем наши конфигурационные файлы датасетов. Names и data. Тоже здесь перепишем наши пути. Используем питоновский Darknet. Теперь мы загружаем нашу модельку питоновским способом. Здесь мы прописываем свой путь до наших весов, которые мы будем использовать. Конфиги и даты — это то, что мы скачали. А вот этот путь мы изменяем. 4 files. Дальше идут 2 клеточки с кодом на JavaScript, который запускается в питоне, чтобы более красивое окошко веб-камеры показать. Мы не будем его смотреть, потому что нам это не интересно. Просто запустите эти 2 клеточки и забудьте, как страшный сон. Наконец, вебкам-стрим. Запускаем код. Здравствуйте. Нет, это не пистолет. Не ешь его. Алиса. Не будем смущать. У нас есть тестовые образцы. Так, образец 1, образец 2. Можем ли мы найти 2 объекта сразу? Можем. Ура, чудо! Все работает, как часы. Перейдем к выводам. Мы сегодня решили задачу детекции огнестрельного оружия на камере скрытого наблюдения. Мы научились пользоваться RoboFlow, чтобы обрабатывать картинки. Научились искать по самым грязным помойкам картинки с самыми ужасными пистолетиками. Научились тренировать YOLO, реализации Даркнета. Научились делать предсказания на наших видео. И даже бонусом научились запускать в реал-тайме нашу немножко медленную, но вебкам-модель. Не забудьте поставить лайк, написать комментарий, если у вас есть вопросы или вам что-то понравилось или не понравилось, подписаться на канал. Больше у меня ничего и нет пока что.